Стой, не выключай этот ролик. Сегодня я расскажу вам историю, которую в Советском Союзе предпочитали не замечать. Историю о человеке, который однажды утром решил, что больше не может, и сделал то, за что его могли расстрелять. Это история о побеге из советской воинской части, о дезертирстве и о том, как обычный парень превратился в преступника, пытаясь остаться человеком. Октябрь 1979 года. Украинское село Анишполе. 18-летний Николай Халимовский стоит у околицы и прощается с Ганной, девушкой, с которой они росли вместе. Она плачет. Он сжимает ее руку и обещает вернуться через 2 года. Всего 2 года. Повестка из военкомата пришла 3 недели назад. Николай не боялся армии. Наоборот, он гордился, что призван защищать родину. Отец говорил ему: армия сделает из тебя мужчину. Мать молчала и крестила сына, когда никто не видел. Призывной пункт. Эшелон. Белорусская станция Мозырь. Зенитно-ракетную батарею разместили неподалеку от переправы через Припять, охранять стратегический объект. Первые дни Коля запомнил как сон. Форма, присяга, команды, которые нужно выполнять автоматически. Казарма пахла потом, махоркой и чем-то кислым. Сержант Власов, коренастый парень с рябым лицом, объяснил новобранцам правила. Только эти правила не были записаны ни в каком уставе. Запомните, салаги, здесь вы никто. Вы слоны. Первые полгода вы будете делать все, что скажут деды. Все. Если не понравитесь, вас научат уму-разуму. Николай не понял сразу, что это значит. Он узнал через 3 дня. Ночью его подняли с койки. 3 старослужащих, их называли дедами, заставили его отжиматься до потери сознания. Потом один из них, рыжий парень по фамилии Кротов, приказал почистить его сапоги языком. Коля отказался. Тогда его избили табуреткой. Били методично, по спине и ягодицам, чтобы не осталось видимых следов. Утром он еле встал. Дежурный офицер посмотрел на него равнодушно и сказал: «Не ной, боец, армия не санаторий». В тот момент Николай понял, жаловаться бесполезно. Офицеры знали, они все видели, но закрывали глаза, потому что деды выполняли за них грязную работу. Заставляли молодых солдат драить казармы, таскать ящики, строить офицерам дачи по выходным. Система работала безотказно. Дедовщина стала армией внутри армии. Николай продержался 3 месяца. 3 месяца унижений, побоев, бессонных ночей. Его заставляли стирать чужое белье, отдавать свой паёк, отжиматься до рвоты. Однажды деды развлекались тем, что заставили его ползать по казарме с автоматом над головой и кричать: «Я ничтожество». Офицер зашел, посмотрел и ушел. Не сказал ни слова. Переломный момент случился в январе 1980 года. Морозной ночью Коля приказали вынести на улицу полное ведро нечистот. Деды не хотели идти в туалет. Он шел по снегу босиком, в одних кальсонах. Ноги немели. В голове стучала одна мысль: я не выдержу. Еще 1 год и 8 месяцев я не выдержу. Вернувшись в казарму, Николай лег на койку и закрыл глаза, но не спал. Он думал, и к утру решение созрело само собой. Он сбежит. Неважно, что за это расстреляют, неважно, что объявят в розыск. Главное — вырваться. Сейчас, пока не поздно. Через неделю представился случай. Батарею отправили на учение в лес, в 30 километрах от части. Коля был в наряде по кухне, разгружал ящики с консервами. Когда сержант отвернулся, он просто пошел в лес. Шел быстро, не оглядываясь. Сердце колотилось так, что казалось, его слышно на всю округу. Но никто не окликнул, никто не выстрелил в спину. Он шел 1, 2, 3. Когда солнце начало садиться, Николай понял, обратной дороги нет. Он дезертир, преступник, и теперь его жизнь уже никогда не будет прежней.
Первую ночь Николай провел в стоге сена, зарывшись по самые уши. Мороз пробирал до костей. Он дрожал и прислушивался к каждому шороху. Ему казалось, что вот-вот появятся прожекторы, собаки, автоматные очереди. Ночь прошла тихо. Слишком тихо. Утром он понял масштаб проблемы. У него не было документов. Военный билет остался в части. Не было денег, не было штатской одежды, только форма, которая превращала его в мишень. И главное, не было плана, куда идти. Ганя, домой? Нет, это первое место, где его будут искать. Николай вспомнил, что где-то в этих краях живет дальний родственник матери, дядя Степан, старый лесник. Мать упоминала его пару раз. Если повезет, он примет беглеца, хотя бы на несколько дней. Коля двинулся на юго-восток, избегая дорог и деревень. Он шел через болота и перелески, проваливаясь в снег по колено. К вечеру второго дня нашел избушку лесника. Дядя Степан открыл дверь. Высокий седобородый мужик лет 60, с прищуренными глазами охотника, посмотрел на племянника долго, молча. Потом сказал: «Заходи, только форму сжечь надо будет». В тепле избы Николай впервые за неделю почувствовал себя человеком. Степан накормил его, дал старую одежду, потертый ватник и сапоги, и задал единственный вопрос: «Дезертировал?» Коля кивнул. Лесник затянулся самокруткой и произнес: «Значит, причина была. В мое время из армии не бегали, но сейчас слыхал я, что творится. Неделю пробудешь, потом уходи. Найдут, скажу, что не видел». За эту неделю Степан рассказал Николаю правду, которую тот не хотел слышать. По всей стране органы НКВД, а теперь КГБ и милиция разыскивают дезертиров. Система работает четко. Сначала проверяют родных, потом друзей, потом всех знакомых. На железнодорожных станциях, автовокзалах, в городах засады. Документы проверяют везде. А наказание за дезертирство в мирное время – от 5 до 10 лет лагерей. В военное время – расстрел. «И что мне делать?» – спросил Коля. Степан пожал плечами. Либо прятаться, либо бежать так далеко, чтобы никто не нашел. Были случаи. Люди годами жили в лесах, в заброшенных домах, на чердаках, становились призраками. Но это не жизнь, парень, это медленная смерть. Николай вспомнил истории, которые рассказывал дед. О Николае Толстых, дезертировавшем в 42-м и 20 лет прятавшемся на чердаке. О латышском парне Енисе Пинупсе, который после войны скрывался в родной деревне и появился на свет только в 95-м году. Эти истории казались сказками. Теперь он сам был героем такой сказки, только страшной. На 7-й день Степан разбудил его до рассвета. «Уходи. Вчера в деревне милиция была. Спрашивали про беглого солдата. Скоро сюда придут». Он сунул Николаю буханку хлеба, кусок сала и несколько купюр. «Иди на восток, там, за Гомелем, есть заброшенные хутора. Переждешь зиму, весной решишь, что дальше». Коля ушел в предрассветной мгле. Оглянулся один раз. Степан стоял в дверях избы, темный силуэт на фоне тусклого света керосиновой лампы. Больше они не увиделись никогда. Так началось бегство. Долгое, холодное, бесконечное бегство, которое растянется на годы. Зима 1980 года выдалась лютой. Николай скитался по заброшенным деревням Гомельской области, ночуя в пустых избах и сараях. Он научился быть невидимым. Передвигался только ночью, днем прятался, избегал людей как чумы. Еду добывал как мог. Выкапывал промерзлую картошку на заброшенных огородах, ловил рыбу в прорубях. Один раз забрался в сельский магазин через окно и украл консервы. Он превращался в зверя. Зарос бородой, оброс, в шапке, перестал чувствовать холод. Но хуже всего был страх. Постоянный, грызущий страх, который не отпускал ни на минуту. Каждый шорох,
Каждый лай собаки, каждый далекий звук мотора заставляли его замирать и прятаться. Он спал урывками по 2-3 часа и даже во сне видел погони. В марте случилось то, чего он боялся больше всего. Возвращаясь в свою очередную ночлежку, полуразрушенную баню на краю заброшенного хутора, Николай наткнулся на людей. 3 мужиков сидели у костра и пили самогон. Он хотел незаметно уйти, но один из них обернулся. «Эй, ты, стой!» Коля замер. Сердце бешено колотилось. Один из мужиков поднялся. Невысокий, жилистый, с лицом, изрезанным шрамами. «Что бродишь? Документы есть?» Николай молчал. Шрамовый усмехнулся. «Понял. Дезертир, значит. Или с зоны сбежал». Второй мужик, постарше, с седыми усами, сплюнул. «Да какая разница? Свой, значит». Так Николай узнал, что он не один. По всей стране, в лесах и заброшенных деревнях скрывались сотни, тысячи таких же, как он. Дезертиры, уклонисты, бывшие зэки, бандиты. Люди, которых государство вычеркнуло из жизни. Они называли себя лесными. Жили по своим законам, промышляли воровством, охотой, иногда грабежами. Шрама, его звали Василий, в армии служил в Афганистане, в 81-м дезертировал после того, как офицер использовал его на стройке своей дачи, а потом обвинил в краже. Седоус Михалыч сидел в лагерях за хулиганство, вышел и сразу пошел в бега. На воле его ждала только новая ходка. Третий, молодой паренек Костя, просто испугался призыва. Услышал от соседа, что творится в армии, и сбежал за день до отправки. «Хочешь с нами?» — предложил Василий. «Одному не выжить, а вместе проще». Николай колебался. С одной стороны, хоть какая-то защита товарища. С другой, эти люди были преступниками. Если их поймают, ему светит не только дезертирство, но и сообщничество в грабежах. Но выбора не было. Зима еще не кончилась, силы на исходе, а в одиночку он точно не дотянет до весны. «Хорошо», — сказал Коля. Василий кивнул и протянул ему флягу с самогоном. «Тогда выпей за новую жизнь, которой может и не быть». Следующие месяцы Николай провел в компании лесных. Они кочевали по глухим местам, избегая крупных населенных пунктов. Днем спали, ночью выходили на дело. Воровали у колхозов, залезали в сельские магазины. Один раз ограбили пьяного лесника. Коля не участвовал в грабежах. Он был на подхвате, следил за обстановкой, носил добычу. Но с каждым днем он чувствовал, как скатывается все глубже. Из солдата-дезертира он превращался в бандита. И самое страшное, его это перестало волновать. Когда ты живешь как зверь, прячешься в норах и крадешь, чтобы не умереть с голоду, понятия о добре и зле размываются. Остается только одно – выжить любой ценой. В июне произошло событие, изменившее все. Группа решила ограбить сельский магазин в деревне под Речицей. План был простой. Василий и Михалыч идут внутрь, Костя на стреме, Николай у машины, которую они угнали накануне. Все пошло не так с первой минуты. В магазине оказался милиционер, зашел за сигаретами. Василий не растерялся, ударил его прикладом. Завязалась драка. Николай услышал крики, выстрелы. Сердце ухнуло вниз. Через минуту из магазина выбежали Василий и Михалыч, окровавленные, с мешками продуктов. «Газуй!» — заорал Василий. Коля завел мотор. Костя запрыгнул в кузов. Машина рванула с места. За ними погналась милицейская «Волга». Началась погоня по проселочным дорогам. Николай крутил руль, уходил в заносы, жал на газ до упора. Василий высунулся в окно и стрелял из пистолета. Костя на заднем сиденье молился. Михалыч выл матом. Они оторвались у реки. Бросили машину и бежали в лес. Бежали долго, пока не рухнули без сил. Тогда Василий сказал то, что Николай и так понял. «Все. Теперь нас будут искать по-настоящему».
Это уже не просто дезертирство. Это разбой, нападение на милиционера. За это вышка. Коля лежал на земле и смотрел в небо. 8 месяцев назад он был обычным парнем из украинского села. Теперь он вооруженный бандит в розыске. И все из-за того, что не смог вытерпеть унижение в армии. Тогда он понял, обратной дороги действительно нет. После погони группа распалась. Василий сказал, что вместе их быстрее найдут, и предложил разойтись. «Встретимся осенью, если будем живы», — бросил он на прощание и исчез в лесной чаще. Михалыч ушел на север, граница с Россией. Костя хотел податься в Прибалтику, говорил, что там проще затеряться. Николай остался один. Он понимал, после нападения на милиционера его разыскивают уже не как обычного дезертира, а как особо опасного преступника. Ориентировки разослали по всей области. Каждый постовой, каждый участковый, каждый сельсовет получили его приметы. В деревнях развесили объявления с фотографией из военкомата. Разыскивается Халимовский Николай Петрович, 1961 года рождения, дезертир, причастен к разбойному нападению. За информацию о нем обещали награду. Коля сменил тактику. Он перестал ночевать в заброшенных домах. Слишком очевидно. Теперь он спал в лесу, в шалашах из веток, в дуплах старых деревьев, иногда просто зарывшись в листву. Ел ягоды, грибы, ловил рыбу руками в ручьях. Похудел на 20 килограммов, оброс до неузнаваемости. Кожа покрылась струпьями от укусов насекомых. Самым страшным была не физическая боль. Самым страшным было одиночество. Неделями он не слышал человеческого голоса, кроме собственного. Разговаривал сам с собой, чтобы не сойти с ума. Вспоминал Ганну, родителей, дом. Иногда плакал тихо, чтобы не вспугнуть лесных зверей, которые стали для него единственными соседями. В августе случилось чудо. Бродя по лесу в поисках грибов, Николай наткнулся на старое кладбище, заросшее бурьяном, а за кладбищем — на полуразрушенную церковь. Купол провалился, стены потрескались, но здание стояло. Он осторожно зашел внутрь. Пахло сыростью и птичьим пометом, но было сухо. И главное, незаметно с дороги. Коля обосновался в подвале церкви. Там когда-то хранили утварь, но теперь остались только обломки деревянных ящиков и старые иконы в облупившихся рамах. Он устроил нечто вроде гнезда, натаскал сена, нашел старую армейскую шинель, видимо, оставленную кем-то из таких же беглецов. Впервые за месяцы почувствовал относительную безопасность. Здесь, в этом забытом Богом месте, Николай провел осень и зиму 80-го года. Он научился выживать на пределе возможного. Зимой выкапывал промерзшие корнеплоды, селками ловил зайцев. Однажды даже завалил лису, свернул ей шею голыми руками. Мясо съел сырым, боясь развести костер и выдать себя дымом. От крови его тошнило 3 дня, но постепенно он адаптировался. Страх притупился, превратился в постоянную настороженность. Он перестал мечтать о прошлом и думать о будущем. Жил только настоящим, от рассвета до заката, от одной добычи до другой. Стал частью леса, тенью, призраком. Однажды, в феврале 81-го, он услышал голоса. К церкви приближались люди. Николай замер в своем подвале, прижавшись к холодной стене. Сверху раздались шаги, скрип досок, мужской голос. «Смотри, кто-то тут был. Костер, подстилка». Второй голос, старше. «Да кто сюда полезет, к черту на рога?» Бомжи, наверное. Или грибники летом заходили. Они ушли. Но Николай понял, его нашли. Вернее, нашли следы. Скоро придут снова, уже с собаками, с милицией. Нужно уходить. Опять. Всегда опять. Он собрал свои жалкие пожитки, шинель, нож, самодельную рогатку и вышел из церкви. Шел на север, не оглядываясь. За спиной оставалось единственное место, где он хоть немного чувствовал себя в безопасности.
Теперь не осталось ничего. Только бесконечный бег. Бег, который никогда не закончится. Или закончится так, как заканчивается для всех дезертиров. Пулей в затылок. Весна 1981 года принесла неожиданную встречу. Николай шел вдоль заброшенной железнодорожной ветки, когда увидел дым. Инстинкт кричал: «Беги, прячься!» Но любопытство было сильнее. Он осторожно подкрался ближе и увидел: у костра сидит женщина. Старая, лет 70, в латаном платке и выцветшем платье. Варит что-то в закопченном котелке. Она заметила его и не испугалась. Просто посмотрела долгим, усталым взглядом и сказала: «Садись, коли не боишься. Баланды хватит на двоих». Голос у нее был хриплый и прокуренный. Николай сел. Молчали, ели горячую похлебку из картошки и лебеды. Потом старуха затянулась самокруткой и спросила: «Дезертир?» Коля кивнул. Врать не было смысла. Все и так написано на лице. «Я Прасковья», — представилась женщина. «Живу здесь, в будке путевого обходчика. Муж помер в 58-м. Дети разъехались, не пишут. Сама себе хозяйка». Она помолчала и добавила: «Ты не первый, кто тут появляется. Лет 10 уже, как дорога не работает. Так сюда беглые подтягиваются. Переночуют, поедят и дальше. Милиция не заходит. Зачем им в глухомань лезть?» Николай остался у Прасковьи на 2 недели. Она его не спрашивала ни о чем, не осуждала, не давала советов. Просто кормила, позволила спать в углу будки на тряпье. Иногда они сидели у костра и молчали, глядя на звезды. Один раз она сказала: «Знаешь, что самое страшное в жизни? Не смерть, не тюрьма. А когда тебя все забывают. Будто ты никогда и не существовал». Эти слова врезались Николаю в память, потому что он понял, именно это с ним и происходит. Он стал никем. Человеком без имени, без документов, без будущего. Призраком, который бродит по забытым местам и боится дневного света. Перед уходом Прасковья дала ему совет: «Иди в Сибирь. Там легче затеряться. Расстояния большие, народу мало, да и менты не так рьяно ищут. У меня племянник в Красноярске работает на лесоповале. Говорят, там вечно не хватает рабочих рук, особенно летом. Документы не спрашивают, лишь бы работал. Может, устроишься?» Она написала ему на клочке бумаги адрес и имя племянника. Андрей Филиппович Токарев. «Скажешь, от тетки Прасковьи. Поможет, может». Николай отправился в путь. План был безумным: пересечь половину страны без документов, без денег, прячась от милиции и КГБ. Но другого выхода не было. Здесь, в Белоруссии, его рано или поздно накроют. Сибирь – последний шанс. Он двигался только по ночам, днем отсыпался в лесах и оврагах, избегал дорог, обходил города стороной. Еду добывал попрошайничеством в маленьких деревнях, представлялся бродягой, не называя имени. Старухи иногда жалели, давали хлеба, картошки. Мужики гнали матом. Один раз натравили собаку. Через месяц он добрался до Смоленской области. Там решил рискнуть, сесть на товарняк. Дождался ночи, когда состав остановился на маленькой станции для дозаправки. Забрался в открытый вагон с углем, зарылся в черную пыль по самую макушку. Поезд тронулся. Ехал 2 суток. Угольная пыль забилась в нос, глаза, под кожу. Он задыхался, кашлял, но не высовывался. Когда состав остановился, Коля выглянул. Табличка на станции: Пермь. Половина пути позади. Он выбрался из вагона глубокой ночью, черный как черт, еле живой от жажды. Нашел водонапорную колонку, отмылся как мог. Потом пошел дальше, теперь уже пешком, вдоль железной дороги, на восток. Урал встретил его дождями. Промокший, дрожащий от холода, Николай брел по обочинам, проклиная все на свете: армию, дедовщину, себя самого за то,
что не смог вытерпеть. Несколько раз его пытались поймать попутчики, заподозрив неладное. Один раз пришлось убегать от патруля ГАИ. Они заметили его на трассе. Бежал через поле, упал в канаву, чуть не утонул. В июле 1981 года, обросший, оборванный, почти безумный от усталости, Николай Халимовский пересек границу Сибири. Он шел по тайге, продираясь через кустарник и валежник, и не верил, что еще жив. 3000 километров, 4 месяца пути. Десятки раз он был в шаге от поимки. Но он прошел. Он выжил. Теперь оставалось найти Красноярск и человека, который, может быть, даст ему второй шанс. Красноярск нашелся не сразу. Николай блуждал по тайге еще 2 недели, питаясь ягодами и рыбой из ручьев, пока не вышел к поселку лесорубов. Избушки, контора лесхоза, склад. Пахло свежеспиленной древесиной и дизельным топливом. Он подошел к первому попавшемуся мужику и спросил, как добраться до Красноярска. Тот посмотрел на него, как на сумасшедшего. «Пешком? Да там километров 200. Лучше попроси, чтобы тебя на вахтовке подбросили». Так Николай попал на лесоповал. Бригадир, крупный детина с медвежьими лапами вместо рук, сразу спросил: «Документы есть?» Коля мялся, не зная, что ответить. Бригадир усмехнулся. «Понятно. Ну ничего, работать будешь. Документы потом разберем. Нужны руки. У нас тут каждый третий без бумаг. Главное, не пей, не воруй, не калечься». Николай остался. Работа была адская. С рассвета до темноты пилить деревья, таскать бревна, грузить их на платформы. Спина горела огнем, руки покрывались мозолями, которые лопались и кровоточили. Но он работал молча, упрямо, до изнеможения, потому что здесь его не спрашивали, откуда он и кто он. Здесь он был просто рабочей силой. Месяц спустя бригадир подошел к нему во время обеденного перерыва. «Слушай, Коля, я тебя спрашивать не буду, но вижу, ты не просто без документов. Ты в бегах. Армия? Зона?» Николай молчал. Бригадир кивнул. «Ладно, смотри. У меня есть предложение. Документы можно достать. За деньги, понятное дело. Паспорт на чужое имя, трудовую книжку. Будешь как все, работать, получать зарплату, жить нормально. Но стоит это 3000 рублей. 3000 рублей. Это полгода работы на лесоповале, если не тратить ни копейки». Николай согласился. Что ему оставалось? Жить вечно в бегах он не мог. Рано или поздно попадется. Документы давали хоть какой-то шанс. Он работал как проклятый. Брал двойные смены, таскал бревна, которые другие не могли поднять. Спал по 4 часа. Другие рабочие смотрели на него с недоумением. Один из них, старый якут по имени Семен, сказал: «Ты что, парень, себя убиваешь? Никуда не денутся эти бревна». Коля ответил: «Мне некогда». За эти месяцы он почти забыл, каково это — быть человеком. Забыл вкус нормальной еды, тепло дома, женские голоса. Иногда, лежа на нарах в бараке, он вспоминал Ганну. Интересно, помнит ли она его? Ждет ли? Или давно вышла замуж за другого, родила детей и вычеркнула из памяти того паренька, который когда-то обещал вернуться. Декабрь 1981 года. Бригадир вызвал Николая в контору, протянул ему паспорт. Потрепанный, с чужой фотографией, но похожий. Имя — Сергей Николаевич Ковалев. Год рождения — 1960. Место рождения — Барнаул. «Запоминай», — сказал бригадир. «Теперь ты Сергей Ковалев». Документ не новый. Взяли у мужика, который помер прошлой зимой от пьянки. Ничего, пойдет. Трудовую тоже вот. Записей мало, но для начала сгодится. Николай взял паспорт дрожащими руками. Открыл, посмотрел на фотографию, на печати, на прописку. Впервые за 2 года он снова стал человеком. Пусть не собой, пусть под чужим именем,
но человеком. «Спасибо», — сказал он. Бригадир махнул рукой. «Не благодари. Ты заработал. Только запомни, хоть один раз попадешься ментам, скажешь, где документы взял, я тебя сам придушу. Понял?» Коля кивнул. Он понял. В этом мире у него не было права на ошибку. Теперь Сергей Ковалев мог начать новую жизнь. Если, конечно, прошлое не настигнет его. Жизнь Сергея Ковалева текла медленно и серо. Работа на лесоповале, барак, редкие походы в поселок за продуктами. Он избегал людей, говорил мало, держался в тени. Научился контролировать каждое слово, каждый жест. Одна ошибка и провал. Проверка документов, вопросы, которые выдадут его. А дальше трибунал, лагерь или пуля. Страх не отпускал никогда. Даже когда он засыпал, даже когда работал до изнеможения. Страх стал его второй кожей. Он вздрагивал от каждого стука в дверь, замирал, когда видел милицейскую форму, менял маршруты, если замечал подозрительные взгляды. Паранойя, может быть. Но она держала его в живых. Зима 82-го года выдалась особенно суровой. Морозы под 50, метели, которые запирали людей в бараках на неделю. Николай, теперь уже Сергей, сидел у буржуйки и вырезал из дерева фигурки – медведей, оленей, птиц. Это успокаивало. Один из рабочих, Василий Петрович, бывший учитель, сосланный сюда за неудачную шутку про партию, смотрел на эти фигурки и говорил: «Талант у тебя, Серега. Продавать надо. В городе за такое деньги платят». Сергей попробовал. Свозил фигурки в Красноярск на рынок, продал за копейки, но все же заработал. Постепенно это стало подработкой. Он вырезал по вечерам, копил. Мечтал когда-нибудь скопить достаточно, чтобы уехать еще дальше. На Дальний Восток, на Камчатку. Туда, где его точно никто не найдет. Но в марте 82-го все изменилось. На лесоповал приехала комиссия из областного управления. Проверяли условия труда, документы, соблюдение техники безопасности. Когда инспектор подошел к Сергею и потребовал паспорт, сердце у него остановилось. Инспектор долго листал паспорт, сверял фотографию с лицом. Слишком долго. «Ковалев Сергей Николаевич», — прочитал он вслух. «Прописка, Барнаул». «Все правильно». Николай кивнул, стараясь не показать дрожь в руках. Инспектор прищурился. «А почему прописка старая? Тут живешь сколько?» «Полгода. А прописку не оформил?» «Временная работа». Инспектор кивнул и отдал паспорт. Но взгляд его был подозрительным. Той ночью Сергей не спал. Лежал на нарах и слушал храп товарищей. Что, если инспектор засомневался? Что, если он проверит документы через базу данных? Паспорт поддельный, но хороший, с настоящими печатями. Но если копнуть глубже, если запросить данные из Барнаула, провал. Утром он пошел к бригадиру. «Мне нужно уехать». Тот посмотрел удивленно. «Куда? Зачем?» Сергей не стал объяснять. Просто сказал: «Нужно». «Дальше». Бригадир вздохнул. «Понял. Ну что же, держать не буду. Расчет получишь завтра. Только совет, не дергайся. Если бы тебя вычислили, ты бы уже в автозаке сидел». Может, он и был прав. Но Сергей не мог рисковать. Слишком долго он бежал, чтобы попасться сейчас из-за чужой подозрительности. Он взял расчет, собрал пожитки, рюкзак, смена одежды, нож, немного денег и ушел. Снова. Всегда снова. На этот раз он двинулся на север. В Якутию. Туда, где земля промерзает на метры вглубь, где зима длится 9 месяцев, где людей меньше, чем медведей. Туда, где можно стать невидимым окончательно. Дорога была долгой и мучительной. Он ехал на попутках, на грузовиках, на оленьих упряжках. Мерз, голодал, ночевал в снегу. Один раз чуть не замерз насмерть. Спас якутский охотник, который нашел его в сугробе и отогрел в своем чуме. Через месяц Сергей Ковалев,
он же Николай Халимовский, добрался до поселка Тикси на берегу моря Лаптевых. Самый край земли. Дальше только лед и пустота. Здесь он остановился, потому что дальше бежать было уже некуда. Тикси встретил его пронзительным ветром и мертвой тишиной. Поселок на краю света. Несколько десятков домов, порт, метеостанция, военная база. Население – 2000 человек, половина из которых приехали сюда по распределению или в ссылку. Место, куда не добираются лишние вопросы. Место, где можно исчезнуть. Сергей устроился грузчиком в порту. Работа была сезонная. Летом разгружали баржи с продовольствием и стройматериалами. Зимой порт замерзал, и делать было нечего. Платили мало, но жилье давали. Комнату в общежитии, которую он делил с 2 алкоголиками. Один из них, Геннадий, бывший геолог, каждый вечер напивался до беспамятства и рассказывал одну и ту же историю про то, как нашел алмазное месторождение, но его открытие украли московские начальники. Здесь, на краю земли, Сергей впервые за 3 года почувствовал что-то похожее на покой. Несчастье, до счастья было далеко. Но покой. Его никто не знал, никто не искал, никто не задавал лишних вопросов. В Тикси половина населения скрывалась от чего-то, от прошлого, от долгов, от семей, от закона. Здесь это было нормой. Он завел подобие распорядка: работа, сон, редкие походы в местный магазин. По вечерам продолжал вырезать фигурки из дерева. Теперь это были морские животные: тюлени, моржи, киты. Продавал их редким туристам и ученым, которые приезжали на метеостанцию. Деньги откладывал на всякий случай. На побег, если придется бежать снова. Но летом 83-го случилось то, чего он не ожидал. В порту появилась новая работница, Анна. Молодая женщина лет 25, медсестра из местной больницы. Она пришла оформлять какие-то документы на партию медикаментов. Сергей увидел ее и замер. Она была похожа на Ганну. Ни лицом, ни фигурой. Чем-то неуловимым. Взглядом, может быть. Или улыбкой. Они разговорились случайно. Она спросила, где найти начальника порта. Он показал. Потом она поблагодарила, и он впервые за 3 года услышал в свой адрес искреннее спасибо. Без равнодушия, без раздражения. Просто спасибо. Через неделю они встретились снова. Анна приносила раненому матросу лекарства, а Сергей грузил ящики неподалеку. Она подошла, заговорила о погоде, о том, как тяжело здесь жить. Он молчал, отвечал односложно. Но она не отставала. Потом предложила: приходи вечером в клуб, там кино показывают. Хоть развеешься. Сергей не хотел. Люди, толпа. Возможность быть замеченным. Все это пугало. Но он пришел, потому что 3 года одиночества выжгли в нем все человеческое. И эта девушка была первой за все время, кто смотрел на него не как на рабочую скотину, а как на человека. В клубе показывали «Москва слезам не верит». Анна сидела рядом, иногда комментировала сюжет, смеялась над шутками. Сергей молчал, но впервые за годы чувствовал себя живым. Не призраком, не беглецом. Живым человеком. После кино они шли по поселку под бледным полярным солнцем, которое не заходило все лето. Анна рассказывала о себе. Приехала сюда по распределению после училища. Мечтала отработать 3 года и вернуться в Ленинград к родителям. Спросила о нем. Сергей соврал. Сказал, что из Барнаула, работал на заводе, приехал на север заработать. Стандартная история, каких сотни. Она не поверила. Он видел это по ее глазам. Но она не настаивала. Просто сказала: знаешь, Сережа, у каждого из нас здесь своя история. И у каждого свои причины молчать. Я не буду спрашивать. В тот момент Николай понял, он влюбился. Впервые за 3 года ада, бегства и страха, в его сердце проснулось что-то, кроме ужаса.
Но вместе с этим пришло и понимание: он не может быть с ней. Потому что он не Сергей Ковалев. Он дезертир в розыске, человек с поддельными документами, преступник. И рано или поздно это всплывет и разрушит все. Но он не смог отказаться. Они начали встречаться. Украдкой, тихо, как будто оба скрывались от чего-то. И может, так и было. Лето 1983 года стало лучшим временем в жизни Николая с тех пор, как он сбежал из части. Анна стала его якорем. Той точкой, которая удерживала его в реальности. Они гуляли по тундре, собирали морожку, сидели на берегу моря Лаптевых и молчали, глядя на горизонт. Она не спрашивала о прошлом, и он был за это благодарен. Однажды она сказала: «Ты знаешь, Сережа, я никогда не встречала человека, который так боится жить. Ты будто постоянно готов бежать. Даже когда сидишь рядом со мной, ты где-то далеко». Он не знал, что ответить, потому что она была права. Осенью Анна призналась, что влюблена. Они сидели в ее комнате в общежитии, пили чай, и она вдруг сказала: «Я хочу остаться здесь с тобой. Не возвращаться в Ленинград. Плевать на карьеру, на родителей, на все. Ты нужен мне». Николай молчал. Внутри все сжалось в комок. Он хотел сказать правду, хотел рассказать, кто он на самом деле. Но не мог, потому что правда разрушила бы все. «Аня», — сказал он тихо, — «ты не знаешь меня. Совсем не знаешь». Она улыбнулась. «Знаю все, что нужно. Ты хороший человек. Остальное неважно». Тогда он поцеловал ее, и в тот момент почувствовал себя счастливым. Впервые за 4 года. Но счастье длилось недолго. В ноябре 1983 года в Тиксе приехала комиссия из Якутска. Проверяли документы всех работающих в порту. Очередная кампания по борьбе с нелегалами, тунеядцами и дезертирами. Сергея вызвали в контору. Инспектор, сухой мужчина в очках с толстыми линзами, взял его паспорт и долго его изучал. «Ковалев Сергей Николаевич», — прочитал он. «Прописка — Барнаул. А что вы здесь делаете?» «Работаю». «Временную прописку оформили?» «Нет». «А трудовую книжку предъявите?» Николай протянул. Инспектор полистал, нахмурился. «Здесь всего 3 записи. До этого где работали?» «На заводе в Барнауле». «А запись в трудовой почему не стоит?» Сергей мялся. Потерял старую трудовую. Эту новую оформили. Инспектор посмотрел на него долгим, испытующим взглядом. Потом сказал: «Подождите здесь». Вышел. Николай сидел и чувствовал, как холодный пот стекает по спине. Это конец. Сейчас проверят, найдут несоответствия, начнут копать, и все вылезет наружу. Инспектор вернулся через полчаса. Лицо было непроницаемым. «Ковалев», — сказал он, — «у вас проблемы с документами. Несоответствие. Мы направим запрос в Барнаул, в отдел кадров завода, где вы якобы работали. Если окажется, что вы предоставили ложные сведения, будут последствия. А пока можете идти, но из поселка не выезжайте. Понятно?» Николай вышел из конторы на ватных ногах. Это был приговор. Запрос в Барнаул выявит, что никакой Ковалев на заводе не работал. Начнутся проверки, обнаружат поддельный паспорт. А дальше допросы, отпечатки пальцев, сличение с базами данных. И тогда выяснится, кто он на самом деле. У него было 2 варианта: бежать прямо сейчас или ждать ареста. Он выбрал первое. Вечером пришел к Анне. Она встретила его радостно, но, увидев лицо, испугалась. «Что случилось?» Он сел, закрыл лицо руками. Потом сказал: «Аня, мне нужно уйти. Сегодня. Сейчас». Она побледнела. «Почему? Что ты натворил?» «Ничего. Просто мне нельзя здесь оставаться». «Сережа, объясни». Он посмотрел ей в глаза и решился. «Меня зовут не Сергей. Я не из Барнаула. 4 года назад я сбежал из армии. Я дезертир. Меня ищут. И если я останусь,
меня посадят на 10 лет. Или расстреляют. Анна молчала долго. Потом спросила тихо, почему сбежал. Он рассказал. Про дедовщину, про унижение, про то, как его избивали и ломали, про то, как он не выдержал. Она слушала, и слезы текли по ее лицу. «Я поеду с тобой», — сказала она. Николай покачал головой. «Нет. Ты станешь соучастницей. Тебя посадят вместе со мной. У тебя есть будущее, Аня. Не губи его». Она схватила его за руки. «Мне плевать на будущее. Я люблю тебя». Но Николай был непреклонен. Он не мог разрушить ее жизнь. Он и так разрушил слишком много. Свою, родителей, Ганну. Хватит. Ночью он ушел из Стикси. Один. Не попрощавшись, потому что прощание убило бы его окончательно. Побег из Стикси был безумием. Ноябрь в Якутии – это полярная ночь, морозы под 50, километры безлюдной тундры. Но у Николая не было выбора. Он взял рюкзак, немного еды, теплую одежду и пошел на юг, вдоль замерзшей реки. План был простой – дойти до ближайшего поселка, там сесть на попутку, добраться до Якутска. А дальше, куда глаза глядят. Первые 3 дня он шел почти без остановок, боясь замерзнуть. Спал по 2 часа в снежных норах, которые выкапывал руками. Ел сухари, запивал снегом. На 4-й день начались галлюцинации. Ему казалось, что за ним гонятся. Он слышал лай собак, видел огни прожекторов, голоса погони. Бежал, спотыкался, падал в снег и лежал, не в силах подняться. На 5-й день его подобрал старик-якут на оленьей упряжке. Увидел замерзающего человека в сугробе, загрузил в нарты и отвез в свой чум. Отогрел, накормил. Спросил, откуда, куда. Николай ответил честно, бегу. Старик кивнул. Понял. Плохой человек? Нет. Просто не повезло. Старик задумался и сказал, тогда помогу. Отвезу до дороги. А там сам. Через 2 дня Николай стоял на трассе Якутск-Магадан, голосовал. Машины проезжали мимо. Водители не останавливались для оборванного бродяги. Он простоял 6 часов, пока не остановился старый Урал с прицепом. Водитель, молодой парень с монгольскими чертами лица, спросил, куда? Якутск. Садись. 300 рублей. У Николая осталось 250. Парень посмотрел на него, усмехнулся. Ладно, везу. Видно, что совсем плохо. В Якутске Николай провел 3 дня, прячась в привокзальной ночлежке. Деньги кончились, есть было нечего. Он попробовал выпрашивать милостыню, но якутские бомжи быстро объяснили, что это их территория и чужаков здесь не любят. Один из них, беззубый старик, дал совет: иди на вокзал, там ищут грузчиков. Без документов берут. Николай пошел. Погрузил 3 вагона угля за 100 рублей. Руки кровоточили, спина отказывалась разгибаться, но он работал. Заработанные деньги потратил на билет до Иркутска. План был туманный – добраться до Байкала, может там затеряться окончательно. В поезде случилось неожиданное. Напротив него села пожилая женщина с большой сумкой. Достала бутерброды, термос с чаем. Увидела, как Николай смотрит на еду, и предложила: «Ешь, сынок, вижу, голодный». Он отказывался, но она настояла. Он ел медленно, стараясь не показать, как голоден. Женщина разговорилась. Оказалось, она учительница на пенсии, ехала к дочери в Иркутск. Спросила о нем. Николай соврал. Сказал, что едет на заработки. Она посмотрела на него долго и тихо произнесла: «Сынок, ты от чего-то бежишь. Вижу по глазам. Я учителем проработала 40 лет, насмотрелась на людей. И знаю, иногда бегство – не решение. Оно только откладывает проблему». Николай молчал. Что он мог сказать? Что 4 года бежит и так и не нашел покоя. Что стал призраком, который скитается по стране, не имея дома, имени, будущего. Учительница вздохнула.
Когда-то у меня был ученик. Хороший мальчик, умный. Попал в плохую компанию, натворил глупостей, испугался и сбежал. 15 лет прятался. Когда нашли, он был сломан. Не пережил лагерь, умер через год. Я иногда думаю, может, если бы он сразу сдался, покаялся, срок был бы меньше и жизнь еще осталась бы. Эти слова засели в голове Николая занозой. Может, она права? Может, пора остановиться, сдаться, получить срок, отсидеть и начать жизнь заново? Но страх был сильнее. Страх перед тюрьмой, перед расстрелом, перед тем, что все, через что он прошел, окажется напрасным. Он доехал до Иркутска и снова исчез в толпе. Снова стал тенью. Иркутск встретил его дождем и слякотью. Осень 1984 года была холодной и промозглой. Николай нашел пристанище в подвале заброшенного дома на окраине города. Делил его с двумя бомжами, бывшим инженером, спившимся после смерти жены, и немым калекой, которого все звали просто Молчун. Они не спрашивали, откуда он. Не интересовались прошлым. В их мире это было неважно. Николай перебивался случайными заработками. Разгружал вагоны, таскал мешки на рынке, копал траншеи на стройках. Платили мало, но этого хватало на хлеб и дешевое вино, которое помогало забыться по вечерам. Он начал пить. Сначала понемногу, чтобы заглушить страх и одиночество. Потом все больше. Алкоголь становился единственным способом не думать о том, во что превратилась его жизнь. Однажды в декабре он пришел на стройку за заработком. Прораб, жесткий мужик с железными зубами, посмотрел на него и сказал: «Документы давай». Николай протянул паспорт. Прораб полистал, нахмурился. «Ковалев. Откуда?» «Барнаул. А что в Иркутске делаешь?» «Ищу работу». Прораб пожал плечами. «Ладно. Только если менты придут проверять, скажу, что тебя не знаю. Понял?» Николай работал на стройке 3 недели. Тяжелый физический труд, копал котлованы, таскал кирпичи, месил раствор. Тело болело, руки покрывались кровавыми мозолями. Но он работал, потому что работа отвлекала от мыслей. От воспоминаний об Анне, о Гане, о родителях, которых он бросил 5 лет назад. В конце декабря случилось то, чего он боялся больше всего. На стройку нагрянула проверка. Милиция и представители военкомата искали уклонистов и дезертиров. Операция была плановая. В преддверии Нового года власти всегда активизировались, чтобы показать хорошую статистику. Николай увидел милицейские машины и сразу понял – конец. Он бросил лопату и побежал. Сквозь недостроенные корпуса, через стройплощадку, в соседний квартал. За ним закричали, но он не оборачивался. Бежал, как бежал 5 лет назад из армии. Бежал, потому что это было единственное, что он умел. Спрятался в подвале жилого дома. Сидел в темноте, прижавшись к холодной стене, и слушал, как наверху топочут ноги, лают собаки, кричат команды. Сидел 3 часа, пока не стихло. Потом вылез и пошел обратно в свою нору. Инженер встретил его встревоженно. «Тебя ищут, Серега. Только что менты здесь были, обход делали. Спрашивали, не видел ли кто бродяг. Я сказал, что нет. Но придут еще». Николай кивнул. Он знал, круг сжимался. Иркутск больше не был безопасным. Той ночью он принял решение. Пора менять не только город, но и стратегию. Больше нельзя жить в подвалах и на стройках. Нужно попытаться снова стать нормальным человеком. Найти постоянную работу, снять жилье, вести себя как законопослушный гражданин. Чем больше он прятался, тем больше привлекал внимание. Утром Николай собрал свои пожитки и ушел из подвала. Попрощался с инженером и Молчуном. Они не спросили, куда он идет. Просто кивнули. В их мире прощания были обыденностью. Он пошел к Байкалу. Слышал, что в поселке Листвянка всегда нужны рабочие руки, туристы, рыбаки, сезонные работы.
Может, там получится начать заново. В который раз за 5 лет. Дорога до Листвянки заняла 2 дня. Он шел пешком вдоль трассы, ночевал в лесу, голодал. Когда добрался, был похож на ходячий скелет. Обросший, грязный, в рваной одежде. Местные рыбаки посмотрели на него с недоверием. Один из них, пожилой бурят с седыми косицами, спросил: «Работать умеешь?» «Умею». «Рыбу чистить, сети чинить?» «Научусь». Бурят кивнул. «Ладно, попробуем. Но если воровать будешь или пьянствовать, выгоню». Николай остался. Работал на рыбака весь следующий год. Вставал до рассвета, выходил на Байкал в дырявой лодке и тянул сети. Руки мерзли в ледяной воде, спина ныла от постоянного напряжения. Но он делал свое дело молча и старательно. Рыбак, которого звали Бато, оказался хорошим человеком. Не спрашивал лишнего, не лез в душу. Кормил, давал крышу над головой, платил понемногу. Иногда вечерами они сидели у костра на берегу, и Бато рассказывал легенды о Байкале. О духах озера, о том, что вода здесь настолько чистая, что видно дно на 40 метров. «Байкал, он живой», — говорил Бато. «Он чувствует людей. Хороших принимает, плохих отталкивает». Николай смотрел на темную воду и думал, примет ли его озеро. Дезертира, бродягу, человека без имени. Но Байкал молчал. Как и всегда. 1986 год начался с перемен. В стране говорили о перестройке, гласности, новых веяниях. По телевизору показывали нового генерального секретаря Горбачева, молодого, энергичного, обещавшего реформы. Люди верили в изменения. Николай не верил ни во что. Весной случилось событие, которое перевернуло все. К Бато приехал его племянник, молодой милиционер из Иркутска. Приехал в отпуск, отдохнуть, порыбачить. За ужином он рассказывал дяде о работе, о преступниках, о том, как поймали опасную банду. Николай сидел в углу и молчал, стараясь быть незаметным. Племянник вдруг посмотрел на него. «А ты кто?» «Работник дяди». Бато кивнул. «Да, помогает мне. Серега, хороший парень». Милиционер прищурился. «Документы при себе». Николай похолодел. Достал паспорт. Племянник долго его изучал. Слишком долго. «Ковалев Сергей Николаевич», — прочитал он. «Барнаул. А что тут делаешь?» «Работаю у Бато». «Прописка есть?» «Нет». «Временно тут». Милиционер кивнул и вернул паспорт. Но взгляд его остался подозрительным. Вечером Николай услышал, как он разговаривает с Бато. «Дядя, твой работник какой-то странный. Документы у него чистые, но что-то не то. Я бы на твоем месте проверил его получше». Николай не стал ждать. Ночью собрал вещи и ушел. Не попрощавшись. Снова. Он шел вдоль Байкала, на север, в сторону Северобайкальска. Шел неделю, питаясь рыбой, которую ловил в озере. Спал на берегу, укрываясь старой брезентовой плащ-палаткой. Думал о том, сколько еще можно бежать. 6 лет он скитался по стране. От Белоруссии до Якутии, от лесоповалов до рыбацких поселков. Сменил десятки мест, сотни работ. И все равно не нашел покоя. В Северобайкальске, куда он добрался в июне, Николай устроился на БАМ, Байкало-Амурскую магистраль, великую стройку коммунизма, которая тянулась через тайгу и горы. Здесь нужны были рабочие руки, и документы проверяли не слишком строго. Он стал путевым обходчиком. Ходил вдоль рельсов, проверял состояние путей, менял шпалы. Работа была одинокая. Целыми днями он шел по путям один. Без людей, без разговоров. Только тайга, рельсы и бесконечное небо над головой. Ему это нравилось. Одиночество стало его домом. Осенью 85-го он встретил другого обходчика, старика по имени Пантелей. Они столкнулись на одном из участков, остановились перекурить. Пантелей достал махорку, свернул цигарку, протянул Николаю. Закурили молча.
Потом старик спросил: «Долго бегаешь?» Николай вздрогнул. «Откуда знаете?» Пантелей усмехнулся. «Я сам бегал 20 лет. С 42-го по 62-й. Дезертировал под Сталинградом, не выдержал. Прятался по лесам, работал на черных лесоповалах, жил как зверь. Потом амнистия вышла, сдался. Дали 5 лет условно. Отработал здесь, на БАМе, и остался». Николай слушал, не веря. 20 лет. Этот человек прожил в бегах 20 лет и выжил. И даже получил амнистию. «Амнистии бывают?» — спросил он тихо. «Для дезертиров?» Пантелей пожал плечами. «Бывают. Редко, но бывают. После войны была. А потом еще пару раз. Может, и еще будет. Слышал, что новая власть либеральная. Может, решат простить таких, как мы». Эти слова дали Николаю надежду. Впервые за 6 лет. Может, когда-нибудь он сможет перестать бежать. Вернуться к нормальной жизни под своим именем. Но до этого дня было еще далеко. Очень далеко. Зима 86-го года выдалась жестокой. Морозы доходили до 60 градусов, метели парализовывали движение поездов. Николай продолжал ходить по путям, проверяя их состояние. Однажды в феврале он не вернулся с обхода вовремя. Его нашли через 2 дня. Он провалился под лед на горном ручье и чудом выбрался, но обморозил ноги. Его доставили в больницу Северобайкальска. Врач, молодая женщина с усталыми глазами, осмотрела его и сказала: «2 пальца придется ампутировать. Иначе начнется гангрена». Николай кивнул. Боль была невыносимой, но он молчал. Терпел, как терпел все эти 6 лет. После операции, когда он лежал в палате, к нему подошла медсестра с документами. «Вам нужно заполнить бумаги для страховки. Паспорт дайте». Он замер. Паспорт был при нем, но если они начнут проверять, заполнять формы, отправлять запросы. «Потерял», — сказал он. «В воде, когда провалился». Медсестра нахмурилась. «Тогда нужно идти в милицию, писать заявление о потере». Николай побледнел. Милиция. Это конец. Он сбежал из больницы на следующую ночь. С перевязанными ногами, без обуви, в больничном халате. Просто встал и ушел. Потому что оставаться означало быть пойманным. Так закончился 6-й год бегства и начался 7-й. Весна 1987 года застала Николая в заброшенной деревне под Братском. Он жил в полуразвалившейся избе, питался тем, что находил в лесу, грибами, ягодами, иногда ловил рыбу в реке. Обмороженные пальцы болели, особенно по ночам. Он научился ходить, прихрамывая. Приспособился к боли, как и ко всему остальному. Ему было 26 лет, но выглядел он на 50. Седые волосы, глубокие морщины, сгорбленная спина. 7 лет бегства выжгли из него молодость. Он стал стариком в теле молодого человека. Однажды апрельским утром он услышал по радио новость. Старый транзистор, найденный в заброшенном доме, еще работал от батареек. Диктор говорил о новом указе. Частичная амнистия для некоторых категорий преступников в связи с 70-летием Октябрьской революции. В списке значились и дезертиры мирного времени, сбежавшие до 1980 года. Николай слушал, не веря своим ушам. Амнистия. Он попадал под нее, дезертировал в январе 80-го. Это означало что? Прощение? Свободу? Он просидел весь день, размышляя. Может ли он поверить? Может ли выйти из тени, назвать свое настоящее имя, сдаться властям? Или это ловушка? 7 лет паранойя не отпускала его ни на минуту. Но что у него было? Жизнь призрака. Вечное бегство. Одиночество, которое медленно сводило с ума. Он устал. Смертельно устал. Через неделю Николай Халимовский пришел в отделение милиции в Братске. Худой, оборванный, с дикими глазами. Дежурный милиционер посмотрел на него с подозрением.
Чего надо? Николай глубоко вдохнул и сказал слова, которые не произносил 7 лет. Меня зовут Николай Петрович Халимовский. Я дезертир. Пришел сдаться. Следствие длилось 3 месяца. Его содержали в СИЗО, допрашивали, проверяли показания, сличали с базами данных. Военный прокурор, пожилой подполковник с орденскими планками, смотрел на него с любопытством. 7 лет прятался. По всей стране, от Белоруссии до Якутии. Как выжил? Николай рассказывал. Про дедовщину, про побег, про лесных, про Анну, про Байкал, про БАМ. Прокурор слушал и иногда качал головой. В конце спросил: раскаиваешься? Николай задумался. Раскаивается ли он в том, что сбежал? Нет. Он бы не выжил в той части, его бы сломали или убили. Но раскаивается ли в том, что стал преступником, бродягой, призраком? Да. «Раскаиваюсь в том, во что превратилась моя жизнь», — ответил он. Амнистия подтвердилась. Его освободили без суда, но с условием: 2 года ограничения свободы, обязательной работы, запрет на выезд из области. Военный билет аннулировали. Официально он больше не был военно обязанным. Свободный. Николай вышел на улицу солнечным июльским днем 1987 года. Стоял на площади перед зданием милиции и не понимал, что делать дальше. 7 лет он жил одной целью — не быть пойманным. Теперь цели не было. Он поехал домой. В Украину, в село Анишполе. Поезд ехал 3 дня. Николай сидел у окна и смотрел на пейзажи, которые мелькали за стеклом. Леса, поля, города. Страна, по которой он бродил 7 лет как зверь. Теперь он ехал по ней как человек. С билетом, с документами, со своим именем. Дом встретил его тишиной. Мать умерла 3 года назад, сердце не выдержало. Отец жил один. Постарел, осунулся. Увидел сына и заплакал. Обнял его и не отпускал долго. Потом сказал: думал, никогда не увижу. Думал, погиб где-то. Николай рассказал ему все. Отец слушал молча, иногда вытирая слезы. В конце сказал: прости меня, сын. Говорил тебе, армия сделает из тебя мужчину. Не знал, что там такое творится. Не знал. А Ганна? Николай спросил не сразу. Боялся услышать ответ. Отец вздохнул. Вышла замуж. Через 2 года после твоего ухода. За агронома из соседнего села. 2 детей. Живет неплохо. Николай кивнул. Он не ожидал другого. 7 лет — это слишком долго, чтобы ждать. Но однажды вечером, когда он шел по деревне, встретил ее. Она стояла у колодца с ведрами. Увидела его, замерла. Ведра выпали из рук. Вода разлилась по земле. «Коля», — прошептала она. Он кивнул. Она подошла ближе. Всматривалась в его лицо. Лицо старика в теле молодого человека. «Боже мой, что с тобой сделали?» Они говорили час. Она рассказала о своей жизни. Муж, дети, хозяйство. Обычная жизнь. Он рассказал о своей. Бегство, страх, одиночество. Необычная жизнь. «Жалеешь, что сбежал?» — спросила она. Николай посмотрел на нее долго. Потом ответил: не знаю. Может, надо было терпеть. Может, выдержал бы. Но тогда, в тот момент, я не смог. Я был слабым. Ганна покачала головой. Ты не был слабым. Ты был человеком. Они превращали вас в скотов. Это не ты виноват. Это система. Николай остался в деревне. Устроился трактористом в колхоз, отремонтировал дом, стал помогать отцу. Жил тихо, незаметно, не рассказывая никому о своем прошлом. Только односельчане все равно знали. Слухи в деревне распространяются быстро. Но не осуждали. Многие сами служили, многие знали, что такое дедовщина. Прошло время. Распался союз, началась перестройка, потом 90-е с их хаосом. Николай женился на вдове из соседнего села,
удочерил ее дочь. Работал, растил ребенка, жил обычной жизнью. Той самой, о которой мечтал 7 лет бегства. Ночами его до сих пор мучили кошмары. Он видел казарму, слышал крики дедов, чувствовал удары табуретки по спине. Просыпался в холодном поту и долго не мог уснуть. Жена гладила его по голове и говорила: «Все позади. Ты дома». Но прошлое никогда не отпускало до конца. В 2010 году журналисты местной газеты узнали его историю и попросили дать интервью. Николай долго отказывался, но потом согласился. Рассказал все: про армию, про побег, про 7 лет скитаний. Статью назвали «Человек, который сбежал от системы». После публикации к нему пришли письма. Десятки писем от бывших солдат, которые прошли через то же самое. Кто-то выжил, отслужив до конца. Кто-то сломался и покончил с собой. Кто-то, как и Николай, сбежал. Они писали, что понимают его, что не осуждают, что сами были на грани. Одно письмо было от Анны. Той самой, из Тикси. Она нашла его через статью. Писала, что вышла замуж, родила детей, живет в Санкт-Петербурге. Но никогда не забывала того парня, который исчез зимней ночью. «Я не злюсь на тебя», — писала она. «Ты спасал себя». И это было правильно. Николай прочитал письмо и заплакал. Впервые за много лет. Сегодня Николаю Халимовскому 64 года. Он живет в том же селе, работает сторожем в школе, выращивает помидоры в теплице. Его история – одна из тысяч. Тысяч молодых парней, которые не выдержали от армейской дедовщины. Кто-то покончил с собой, кто-то сломался и стал таким же дедом, кто-то, как Николай, сбежал. Систему так и не изменили. Дедовщина продолжала существовать в 90-х, в нулевых. Только после перехода на контрактную армию она начала сходить на нет. Но цена, которую заплатили тысячи молодых людей, была чудовищной. История Николая – это не история героя. Это история жертвы. Жертвы системы, которая ломала людей во имя дисциплины. Система, которая закрывала глаза на насилие и унижение. Система, в которой офицеры перекладывали свои обязанности на дедов, а те вымещали злость на салагах. Николай не жалеет, что сбежал. Но жалеет о том, что пришлось сбежать. Что не было другого выхода. Что выбор был только один – терпеть до смерти или бежать. «Если бы армия была нормальной, — говорит он, — я бы отслужил с честью. Я не трус. Но там не было чести. Там было выживание. И я выбрал жизнь».